Переход на инновационный путь развития России остается одним из главных вопросов на повестке дня у представителей власти, науки и бизнеса. На 4 дня с 16 по 19 марта Академия народного хозяйства и государственной службы при президенте России объединила известных экономистов, влиятельных бизнесменов и высокопоставленных чиновников для обсуждения этой темы на Гайдаровском форуме «Россия и мир в поисках инновационной стратегии». Участников форума посланием, озвученным вице-премьером Игорем Шуваловым, поприветствовал президент России Дмитрий Медведев. Сам Игорь Шувалов в своем выступлении уделил большое внимание внешнему фактору модернизации страны. Первый заместитель председателя правительства заявил, что всеми понимается проблема дефицита капитала для перехода на инновационный путь. Но при этом мало кто говорит о конкурентной борьбе с другими государствами, в частности с европейскими, за этот капитал. Вместе с тем, Игорь Шувалов выразил уверенность в том, что у России достаточно интеллектуальных ресурсов для победы в этой борьбе. Однако не все участники форума были согласны с вице-премьером. Игорь Иванович Шувалов сказал, нам нужны инвестиции, нам нужно больше инвестиций, и тогда мы поднимем экономику страны. Значит, я уверяю вас, ничего подобного. Очень просто. Потому что мышление, основанное на том, что говорил Игорь Иванович Шувалов, это производственная функция, значит, Коба Дугласа, линейная, неоднородная первой степени. Значит, это два фактора. Где хотя бы Тенберген? Где еще один фактор? Я вас прошу, давайте больше инвестиций. Как мы их будем тратить? Во-первых, где мы возьмем людей, чтобы большие инвестиции задействовать? Этих людей становится меньше. Я уже не говорю о тех людей, которые имеют соответствующую квалификацию. А во-вторых, дорогие мои, у нас километр дороги обходится в 5 раз больше, хорошей дороги, в 5 раз больше, чем в Европе. Значит, больше инвестиций – это больше дорог за цену в 5 раз больше, чем в Европе? Кого мы так догоним? Поэтому я так думаю, что наш главный вопрос, с которым мы должны подходить к инновациям, это эффективность, это производительность, а не то, чтобы опять накачивать большие суммы, строить какие-то комбинаты, эти самые гигантские гидроэлектростанции и так далее и тому подобное. Это время ушло. Известный бизнесмен, президент группы «Аннексиум» Михаил Прохоров обратился на форуме к проблемам правового обеспечения модернизации. По его словам, существующее трудовое законодательство соответствует задачам индустриального общества, но в настоящее время уже противоречит государственным интересам по переходу к экономике нового типа. Отдельная секция на форуме обсуждала проблемы и перспективы инноваций в регионах при участии главы администрации президента России Сергея Нарышкина и губернаторов Калужской, Иркутской, Новосибирской областей и глав других регионов России. Субъектам федерации, российским регионам, важно не только научиться эффективно использовать вот эту имеющуюся инфраструктуру, но и создавать дополнительно собственные возможности, основываясь на конкурентных преимуществах региона. Это первое. Второе. В условиях возрастающей мобильности капиталов, трудовых ресурсов, скорости информационного обмена, регионы должны самостоятельно, на основе выработанных национальных приоритетов, формировать видение будущего, планы перспективного развития, дорожные карты создания инновационных систем и, соответственно, отвечающие этим задачам управленческие структуры, механизмы контроля и анализа эффективности принимаемых решений. Третье. Международный опыт, да и наш отечественный опыт говорит о том, что инновационная деятельность носит комплексный, динамичный характер, и задача органов управления регионов – обеспечить эффективную координацию всех участников инновационного процесса. При этом сами инновационные системы должны быть открытыми и встроенными в межрегиональные и международные кооперационные цепочки и связи. Интересный опыт представили на суд участников форума представители из Томска.
По словам первого заместителя губернатора Томской области Оксаны Козловской, данный регион в результате сложившейся в регионе тяжелой экономической ситуации был буквально вынужден отказаться от сырьевой ориентации и ступить на путь внедрения инноваций и создания технико-внедренческой особой экономической зоны. Однако, по ее словам, томский сценарий не может быть универсальным рецептом для кризисных регионов, так как эта губерния обладала уникальным сочетанием необходимых ресурсов, в частности, большим интеллектуальным потенциалом, что сыграло ключевую роль. У нас 6 ключевых ведущих университета, 2 имеют статус национальных исследовательских, создана инновационная инфраструктура в виде бизнес-инкубаторов, причем студенческих бизнес-инкубаторов в целом сегодня таковых у нас 7, центров трансфера технологий, центров коммерциализации разработок и центром ключевым вот в нашей системе является особая экономическая зона технико-внедренческого типа. С каждым годом увеличивается число малых инновационных предприятий. Вот назову просто динамику за последние годы. В 2008 году было создано 49, в 2009 году 50, в прошлом году зарегистрировано и перешли до конца года, остались и работают 58 предприятий. В целом мы считаем сегодня более 400 предприятий наукоемкого бизнеса, что составляет 30% общего объема промышленного производства в области. Мы все эти годы занимались университетами. Сегодня мы увидели и узкое место в нашем школьном образовании. С конца середины прошлого года и в этом году мы наметили, начинаем реализовывать ряд серьезных проектов. Помог, прямо должен сказать, год учителя в прошлом году, серьезных проектов по поддержке школьного образования.